Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Для вас снимаю ваш второй прогноз на май 2023 года. Вот уже подходит к нам последний весенний месяц, и мы с вами плавно входим в летний период. Поэтому посмотрим, чем он для вас ознаменуется и какими событиями вас порадует. Посмотрим, безусловно, все сферы жизни. Общие энергии. Что вас ожидает в плане работы, финансов, здоровья, личной жизни и совет от карт. Так, карты перед вами, приступим. Общая энергия месяца у вас падает аркан Солнца. Это прекрасная карта. Почему? Потому что она в первую очередь говорит о периоде радости, счастья, отдыха, отпуска, восстановления, когда вы будете сиять как солнышко. То есть у кого-то начинается период, знаете, как не то что даже реализации, а раскрытие ваших возможностей, вашего потенциала. Это действительно напитываться и весенними лучами, и солнцем, и источать радость, источать этот свет. Безусловно, аркан может отыграться у вас в каждой из сфер, поэтому посмотрим более точечно. И здесь, смотрите, Солнце и Тройка мечей – это залечить себе израненное сердце после каких-то событий. Не обязательно это перипетии в личной жизни. Это, в принципе, может быть у кого-то, знаете, как осадок остался от того, что вы там не сдали экзамен, где-то что-то там не прошли, не выиграли в конкурсе, либо не получили повышение. То есть это может быть любая ситуация, которая, по сути, вас выбила из колеи. Опять же, по этим картам это вы можете нести свет людям, лечить их израненные души своим словом, помощью, поддержкой, делом. Поэтому для вас еще во многом это могут быть вопросы и аспекты благотворительности. И если рассматривать с точки зрения состояния здоровья, у кого были проблемы с сердечно-сосудистой системой, то это вопросы восстановления. Поэтому карты здесь действительно прекрасны. Если смотреть работу, заработок и финансы, в принципе, простите, не финансы, работу, бизнес и карьеру, у вас здесь падает двойка мечей. По двойке мечей это голова, дом советов. То есть здесь попытки сопоставить, проанализировать, понять, а где же будет лучше? А стоит ли трудоустраиваться сразу на две работы? Или стоит сразу вести там две ветки бизнеса? Вкладываться в несколько, допустим, каких-то стартапов. Потому что двойка мечей – это желание не тратить время впустую. Здесь не закрыться от происходящего, не закрыть глаза. Это голова полна мыслей. Это анализировать, это действовать. Ну, кстати, еще не зря говорят, одна голова хорошо, а две лучше. Это с кем-то кооперироваться, совещаться, консультироваться, как поступить для себя в этой ситуации, что делать. Будем смотреть, чем этот аркан ознаменуется для тех, кто у нас сейчас не работает и работать не может. Двойка мечей, десятка чаш – это жить на попечении ваших близких или вашей второй половины, потому что здесь вообще как бы не думать о работе, о заработке, о реализации. Быт, там у кого-то дети, у кого-то внуки – это ваше все, и то есть вы будете заниматься домашними обязанностями. Это ваша основная работа. Если вы у нас соискатель, то двойка мечей и Луна говорят о ситуации нестабильности. Сейчас объясню. То есть это может быть либо сезонная работа, то есть как подработка, или это работа по сменным графикам, то есть сутки через трое, либо в ночную смену. Но опять же, это не основная работа, это как дополнительный источник заработка. Если анализировать ситуацию для тех, кто у нас наемный сотрудник, то здесь, как мы видим, процветание, потому что падает аркан императрицы. Здесь может идти совмещение нескольких должностей, или вы можете работать на двух работах, или, допустим, основная работа и подработка, или ваше хобби, которое вам приносит дополнительную монетизацию. Если смотреть ситуацию для тех, у кого свой собственный бизнес, двойка мечей, пятерка чаш – это как временно отойти от дел, закрыться, восстановиться, отдохнуть, потому что сейчас вы истощены эмоционально, морально и физически, а у кого-то действительно по этим картам может быть такое тяжелое, но выверенное решение, приостановка текущего бизнеса, вы можете его закрывать, продавать и вкладываться в нечто новое. Если смотреть финансовую сторону вопроса, что у нас?
Здесь у нас король жезлов, то есть хороший стабильный финансовый поток, доходов больше, чем расходов, это уже радует, соответственно, и вам будет комфортно проживать этот месяц. По королю жезлов это может быть финансовая поддержка со стороны мужчины огненной стихии, то есть овен, лев или стрелец. Но поддержка какого плана? Не обязательно вам там принесли, подарили деньги. Это может быть даже элементарно своевременный возврат долга. Или наоборот, если вы нуждаетесь в какой-то сумме, человек вас может поддержать, занять какую-то энную сумму, ну, на лояльных условиях, может быть, с каким-то небольшим процентом. Но, тем не менее, вы решаете свои глобальные задачи. Если смотреть вопросы здоровья, то здесь, как мы видим, у нас ложится королева жезлов. О, простите, не королева... здесь тоже король жезлов, но больше проявления в женской ипостаси. Сейчас объясню. Это вопрос, когда вами овладевают амбиции. Например, вы хотите лучше выглядеть, быть здоровее, быть моложе, быть красивее. То есть все ваши ресурсы, вне зависимости от того, мужчина вы или женщина, будут направлены на укрепление и иммунитета, и сил вашего организма. И знаете, как привести себя в тонус. То есть кто-то может активно готовиться к лету, приводить себя в порядок. Допустим, сбрасывать лишний вес или просто там шлифовать какие-то недостатки фигуры. Кто-то будет записываться на омолаживающие процедуры, потому что по королю жезлов здесь в женской ипостаси, потому что, это, знаете, говорю, заниматься женскими вещами, омолаживаться, поэтому здесь падает таковой аркан. Вы действительно будете обеспокоены тем, чтобы быть яркими, красивыми, харизматичными, блистать в обществе. У вас даже первый аркан падает солнцем, поэтому это для мужчин характерно в том числе. Если смотреть вопросы личной жизни, ну, тройка жезлов здесь говорит о множестве знакомств, общения, социальных связях, активности. Кстати, много будет у вас знакомых и друзей из других городов, регионов и стран, потому что здесь вы такой, знаете, как интернациональный друг. Тут действительно будет очень много общения, очень много движений. Кстати, можете ездить, опять же, к друзьям в гости и там познакомиться, допустим, найти себе вторую половину. Сейчас посмотрим, так ли это. Итак, для тех, кто у нас свободен. Что мы видим? Ну, по тузу пентаклей действительно будет таковой шанс, потому что вы видите здесь как такая блестящая монета. Так вот, вы здесь как ценный ресурс, за который будет держаться. Поэтому и для мужчин, и для женщин здесь есть такая перспектива и возможность обзавестись партнерством. Если же вы у нас в любовных треугольниках, то тройка жезлов и восьмерка пентаклей говорит о том, что вы так и останетесь в этом любовном треугольнике. Ситуация пока здесь неизменна. Единственное, над чем вы будете работать, так это над качеством отношений. Пытаться для себя их изменить в лучшую сторону. То есть менять или переделывать под себя партнера или партнершу и выводить отношения на тот уровень, который комфортен вам. Если же вы у нас в стабильных союзах, то тройка жезлов и десятка мечей. О чем они говорят? Могут говорить о конфликтах, о спорах, накале страстей, потому что по тройке жезлов кто-то может вести слишком социальный образ жизни, то есть друзья, знакомые, подруги, родственники, кто угодно, только не вы. У кого-то действительно может быть серьезный скандал, вплоть до того, что, знаете, как временно разъехаться. Сейчас даже дотяну, что есть здесь в десятке мечей. Ну вот видите, десятка мечей, десятка пентаклей. Сейчас объясню. Итак, для кого-то это период будет как бы пожить отдельно, а для кого-то это временно разъехаться. Сейчас объясню, по каким причинам. То есть кто-то, допустим, должен будет поехать к своим родственникам, поддержать старших родственников, то есть в чем-то помочь, поспособствовать. И здесь, как называется, как отсутствие отношений как таковых. То есть ситуация, которая вас угнетает. Ну, к сожалению, да, может быть и так. Ну, например, вы вынуждены уезжать и досматривать там своих пожилых родителей. И там некий период времени находиться там. То есть как минимум этот месяц. И как следствие отношений здесь нет. Совет и рекомендация по рыцарю мечей. Карта, которая говорит о том, что делу время, потехи час. И здесь вам нужно быть резкими, ловкими, ловить удачу за хвост, потому что рыцарь мечей, он никогда не терпит промедления. Это всегда тот человек, который, говорится, правду матку в глаза, который называет вещи своими именами, не боится критики, осуждения, каким-то, знаете, восприятия социумом. И если вам нужно рвать какие-то связи ради своего благополучия, счастья и радости,
однозначно это делайте, потому что рыцарь мечей, он еще призывает отсекать то, что вас разрушает. Если были планы, цели и перспективы отправиться в отпуск, на отдых, карты к этому зовут и к этому предполагают. Поэтому действительно смело планируйте и отправляйтесь отдыхать. Сейчас с вами проанализируем неожиданность. Какова у вас здесь ситуация на май месяц? Ну, послушайте, вам выпала карта свободы. Если посмотреть и проанализировать весь расклад, она действительно вторит тому, что у вас здесь ложится. Во-первых, свобода – это освободиться, допустим, просто от работы, да, от какой-то суеты, от бытовых обязательств, отдохнуть, закрыться от каких-то переживаний, вот насладиться прекрасным моментом. Но также карта свобода, она призывает здесь очиститься. От чего? Очень часто бывает так, что, будучи в отношениях с другими людьми, мы находимся как в тюрьме. Так вот здесь свобода – это понять, что же для вас является ценностью, почувствовать вкус своей свободы, понять, не ограничивает ли кто-то вашу свободу. Это не подразумевается под словом блядство. Это, знаете, свобода самовыражения. То есть работать, где вы хотите, заниматься хобби, любимым делом. То есть чтобы вас партнер или партнерша при этом не ограничивали. Так вот здесь как осознать, не посягает ли кто-то на вашу свободу. Не разрушает ли кто-то вас, ваше внутреннее я, не пытается ли вас кто-то в чем-то ограничить. Касается это не только личных отношений, это друзья, знакомые, родственники, потому что здесь это получить свободу, освободиться от предубеждений, не бояться осуждений, критики, делать так, как вы ощущаете это внутренне, то есть чувствовать себя комфортно. Вот к этому вас призывает расклад, этот аркан в частности и ситуация как таковая. Я в любом случае для вас весь расклад закрою только позитивными арканами, чтобы в вашей жизни были благоприятные изменения и перемены. Ну а вы не забудьте по прошествии периода дать обратную связь, как для вас отыгралась или не отыгралась эта информация, насколько она в принципе с вами была созвучна. Буду вам признательна за этот энергообмен. Если же вас интересуют индивидуальные консультации или же обучение на картах Таро, то ссылки на мои контакты вы всегда сможете найти под любым из моих видео или в шапке YouTube канала. Я вас благодарю за просмотр. С вами не прощаюсь. До новых видео.